В волне диких кабанов часть канадской провинции Альберта оказалась на грани кризиса, который немногие считали возможным. Целые стада по несколько десятков зверей за раз прорывались через сельскохозяйственные угодья, проникали в города после наступления темноты и наносили ущерб на сотни тысяч долларов ежегодно. И каждая попытка их остановить терпела неудачу по одной неожиданной причине – сами животные учились. Канадские фермеры и специалисты по охране дикой природы пытались обнести участки заборами, вести охоту и применять меры устрашения. Но долго ничего не помогало. Лишь достигнув критической точки, ученые нашли поведенческую закономерность, которая изменила направление всей борьбы. Что случилось дальше, казалось невозможным. Несколько округов Альберты зафиксировали резкое увеличение вторжений диких кабанов, превысившее все ранее ожидаемые для региона пределы. По меньшей мере, в одном округе годовые убытки превысили 800 тысяч долларов. В эти потери входили разорванные мешки с зерном, опрокинутые ряды силоса, ослабленные края полей, поврежденные водопропускные трубы и массовые нарушения вдоль границ жилых районов. Установленные на краю полей, вблизи ферм, деловых центров и дренажных коридоров, охотники фиксировали стада из 20-50 зверей, продвигающихся через эти пространства с такой последовательностью, что казалось, речь идет о рутине, а не о случайности. Глубина рытья следов делала масштабы угрозы очевидными. Кабаны переворачивали замерзшую почву длинными траншейными путями, обнажая ирригационные линии, зарытые более чем на метр. Некоторые водопроводы ломались под давлением, когда почва вокруг них теряла опору. Оптоволоконные кабели, обычно защищенные утрамбованной засыпкой, частично выступали на поверхность в местах, где стада возвращались ночами подряд. Обочинные обследования выявляли участки, где грунт под асфальтом был перемешан в рыхлые каналы, вызывая провисание обочин и наклон водостоков от их опор. Изменение движения стада добавляли очередной риск. Полицейские, выезжающие на ночные столкновения, описывали ситуации, когда автомобили сталкивались с целыми группами зверей, движущимися как единое плотное образование. Водители, избегающие первых зверей, нередко попадали в столкновение с теми, что шли за ними, потому что стада переходили волнами, а не цепочками. Жители окраин нескольких городов сообщали, что кабаны перемещаются по ливневым канавам к сумеркам и вновь появляются на рассвете на противоположной стороне района, используя дренаж-систему как укрытый коридор. Эти наблюдения словно открывали нечто существенное. Животные не просто присутствовали на территории, они интегрировали человеческие пространства в свою сеть передвижения. Проблема превзошла инструменты, созданные для редких проникновений в хозяйственные дворы. Но перед тем, как разработать новый ответ, необходимо понять экологические условия, позволившие этому расширению происходить. Первая подтвержденная утечка диких кабанов в Альберте произошла в конце 1980-х, когда гибриды европейских диких кабанов, завезенные для коммерческого мясного хозяйства, сбежали из плохо огражденных хозяйств. Многие ранние побеги так и не регистрировались, позволив животным создать группы размножения задолго до появления систем мониторинга. Ландшафт сельского хозяйства Альберты непреднамеренно оказался идеальной основой для роста популяции кабанов. Комбинация хранения зерна, животноводческих хозяйств, куч компоста и мусорных площадок создавала устойчивые источники
высококалорийной пищи, значительно превышающие плотность питания в природном рационе. Мешки с зерном, оставленные на открытом поле, содержали десятки тысяч калорий на квадратный метр, а силосные ямы издавали мощные запаховые сигнатуры, заметные на больших расстояниях, особенно в циклах заморозки и оттаивания. Даже небольшие транспортно перемещающие узлы в городах обеспечивали кабанам постоянный приток съедобного материала, который они быстро научились использовать. Сезонное напряжение усиливало привлекательность такого рациона. Когда зимние температуры падали, а естественный корм исчезал под ледяной коркой, кабаны смещались к предсказуемым человеческим ресурсам. Фермеры и егеря начали замечать общую закономерность. Каждый раз, когда метод терпел неудачу, кабаны не просто избегали места, они расширяли свое поведение на более широкий диапазон. К концу зимы стало ясно: экологическое преимущество перешло полностью к животным. Эти паттерны намекали на скрытую поведенческую загадку, требовавшую внимательности и глубокого исследования. Полевой мониторинг показал, что дикие кабаны реагировали на попытки контроля так, как будто решали задачи сообща, а не просто убегали. По сообщениям камер наблюдения, кабаны задерживались перед заборами, давили своим весом конкретные сварные швы, а затем возвращались ночь за ночью к точке, где напряжение было минимальным. Когда морозы вызывали сдвиги грунта, они использовали это в течение нескольких часов, расширяя щель до обрушения забора. Одно стадо за одну неделю прорвалось через 3 разных барьера. Каждая неудача происходила в другом слабом месте, выявленном повторными тестами. Охота вызывала еще более драматическую адаптацию. После единственной неудачной попытки удаления кабаны сменили время кормежки с сумерек на глубокую ночь. Проложенные годы коридоры передвижения за одну ночь замолчали. Приманочные площадки, когда-то надежные индикаторы передвижения стада, простояли неделями. Все это происходило без прямого столкновения. Кабаны учились на disturbance, на самой способе беспокойства. Биологи, анализируя данные о перемещении, начали распознавать явную закономерность. Стада применяли назначенных разведчиков, которые продвигались вперед группы, чтобы оценить новый рельеф. Эти разведчики останавливали на запахах и незнакомых следах грунта и механических perturbations, оставленных человеческой деятельностью. Если что-то казалось необычным, они возвращались к стаду, и вся группа меняла направление. Коррекция происходила мгновенно и последовательно даже у отдельных стад, которые ранее не взаимодействовали между собой. Это наводило на мысль, что избегающее обучение распространяется быстро внутри семейных единиц. Эта динамика изменила всю проблему. Обычные методы терпели неудачу не из-за слабости, а потому что они слишком узко нацеливались на проблему. Любая стратегия, удаляющая лишь часть стада или частично нарушающая участок, учила выживших тому, как выглядит опасность. Их кривая обучения опережала каждое средство на столе. Именно этот поведенческий вывод стал прямым толчком к прорыву. Со временем специалисты по охране дикой природы осознали, что проблему диких кабанов нельзя решить, рассматривая животных как индивидуумов. Полевые бригады по всей прерии фиксировали снова и снова. Кабаны питаются маленькими узкими группами, перемещаются как единое целое и реагируют на угрозы за доли секунды, как только хотя бы одно животное почувствует опасность. Это означало, что один сигнал тревоги мог разрушить ловушку на месяцы.
Но тот же групповой инстинкт, который усложнял охоту, открыл дверь к новому методу. Если вся стая могла оказаться внутри большого загонного сооружения до того, как распознает опасность, цепная реакция, обычно распространяющаяся по всей стае, так и не начиналась. Сдвиг стал особенно срочным после того, как канадские фермеры начали сообщать: мелкие ловушки и рассеянные ночные попытки охоты ухудшают ситуацию. Во многих местах кабаны перестали подходить к приманкам, как только почувствовали металл или зафиксировали необычное нарушение грунта. Команды по охране дикой природы задокументировали закономерности, которые свидетельствовали о том, что если хотя бы один кабан сбегает из ловушки или попадает под выстрел, вся стая впоследствии избегает места. Некоторые группы изменяли маршруты на более чем километр после одного неудачного столкновения. Управляющие пришли к выводу: любая эффективная стратегия должна исключать возможность побега полностью. Это привело к переходу от небольших клеток к полноразмерным загонным ловушкам, специально созданным под поведение кабанов. Круглая форма исключала углы, которые кабаны инстинктивно искали как слабые места. Больший след конструкции позволял ей естественно вписываться в края открытых полей или лесных просек. Камеры наблюдения вокруг периметра позволяли операторам видеть в реальном времени, как каждый член стада входит в загон. Только когда камеры подтверждают, что все животные, взрослые, молодняк и поросята и повнутри, оператор активирует спускной затвор дистанционно. Поскольку загон удалял всю стаю сразу, не осталось выживших, способных обучать других избегать этого места или запаха. По мере расширения мониторинга исследователи начали картографировать циклы передвижения, повторяющиеся с поразительной точностью. Кабаны возвращались к одним и тем же участкам для кормежки почти в одно и то же время каждую ночь, следуя путям, определенным укрытием и направлением ветра. Экипажи также заметили: стада делали короткую паузу перед входом в новые зоны кормежки, применяя коллективную проверку запахов. Если пауза проходила без сигнала угрозы, стада быстро располагались и начинали кормиться без подозрительности. Этот небольшой промежуток стал одним из самых надежных моментов для захвата. Благодаря этим детализированным паттернам передвижения загонная ловушка превратилась из эксперимента в надежный повторяемый метод на разных ландшафтах. Чтобы новая стратегия работала по всей провинции, службам охраны природы потребовались правила, которые предотвращали повторение ошибок, породивших пугливые загоны в первую очередь. До появления новой регуляторной основы землевладельцы часто сами устанавливали мелкие ловушки или стреляли в стада без координации. Эти действия разбросали стада по новым территориям и вынуждали их перемещаться в фермы, которые ранее не сталкивались с ущербом. Провинции ввели систему разрешений: кто может устанавливать загонные ловушки, где их устанавливать и какое оборудование использовать. Разрешения требовали от операторов фиксировать точное местоположение каждой ловушки, время ее установки, материалы и количество пойманных животных. Эти отчеты составили общую карту передвижения стада. Когда органы увидели признаки частичных поимок, такие как свежие следы возле участка ловушки, они направляли команды на последующие проверки, чтобы предотвратить закрепление избегания. Это устранило пробелы в коммуникации, которые подчас мешали прежним попыткам контроля. По мере расширения программы ловушек, регуляторная система становилась все важнее. Стада часто пересекали несколько частных участков, и без согласованных отчетов один владелец земли мог непреднамеренно нарушить долгосрочный мониторинг другого.
Централизованная база данных позволила связать каждое разрешенное действие с общегосударственной записью. Офицеры также проводили выездные проверки до утверждения разрешений, чтобы подтвердить соответствие мест ловушек известным маршрутам передвижения стада и стандартам оборудования. Это исключало потерю усилий и концентрировало ресурсы в районах с наивысшей вероятностью успеха. Правила охватывали безопасность и ответственность. Загонные ловушки требовали прочных панелей, прочных ворот и дистанционных триггеров и должны были использоваться последовательно, чтобы избежать несчастных случаев. Такой стандарт позволял землевладельцам не создавать импровизированные ловушки, которые могли бы выйти из строя и усиливающие избегание. Регуляторная структура стала опорой единой провинциальной программы, объединившей усилия по контролю кабанов. С принятием административного надзора внимание переключилось на инженерные решения, которые делали загонные ловушки эффективными. Дизайн загонной ловушки основывался на простом инженерном подходе, вытекающем из реального поведения кабанов. Круглая форма исключала углы, к которым звери инстинктивно искали слабые места. Стальные сваи были забиты глубоко в уплотненную почву, чтобы предотвратить опрокидывание или изгиб ближайших элементов. Панели из сварной сетки или тяжелой сетки обеспечивали сочетание прочности и гибкости, необходимое для поглощения повторных ударов без деформации. Внутренний диаметр был достаточен для того, чтобы стадо могло кормиться, не ощущая стесненности, что снижало стресс и поощряло оставаться внутри дольше. Камеры наблюдения вокруг загонного комплекса работали под разными углами, позволяя операторам отслеживать порядок входа и характер колебаний. Если доминантное животное задерживалось за пределами ловушки, операторы могли подождать, пока оно войдет, прежде чем активировать ворота. Дистанционно управляемый спускной затвор был усилен, чтобы падать быстро и мгновенно запираться, чтобы ни одно животное не могло пройти под ним или через него. По мере доработки дизайна операторы экспериментировали с высотой панелей, перекрытием и глубиной анкеровки. Было доказано, что панели высотой около 1,5 метра препятствуют прыжкам даже в условиях паники, а плотное соприкосновение с грунтом у основания препятствует рытью. Механизмы ворот испытывались в холодную погоду при сильном снегопаде и густой растительности, чтобы они закрывались плавно в любых условиях. Надежные триггеры оказались необходимыми. Медленное или некорректное срабатывание створки создавало опасное окно, через которое животное могло уйти и предупредить остальных. В ответ команды охраны дикой природы экспериментировали с запахами, не связанными с прежними негативными столкновениями. Смесь, которая оказалась успешной, включала кукурузу, воду, порошок желатина и дрожжи, оставленные бродить на несколько дней. По мере того, как дрожжи расщепляли сахара кукурузы, смесь приобретала кислый сладковатый запах, который распространялся на большие расстояния, даже через густой покров. Пузырение заставляло запаховые молекулы подниматься в воздухе, делая приманку заметной на дальних расстояниях. Кабаны подходили к этим приманкам без сомнений, и троповые камеры фиксировали целые стайки, входящие в ловушки вместе, а не по одному-два зверя. Ферментированная приманка также маскировала человеческий запах и запах металла вокруг ловушки. Техники обнаруживали, что она сохраняет эффективность даже в морозы, когда обычная кукуруза теряла большую часть аромата. Полевые тесты сообщали, что кабаны дольше задерживались на местах с ферментированной приманкой, что дало операторам больше времени подтвердить полное присутствие группы перед срабатыванием ворот.
Со временем стало ясно, ферментированная смесь была не просто приманкой, она стала ключом к прерыванию избегательных паттернов и позволила всей Карвали-системе работать надежно в разных условиях. Как только стада надежно входили, процедуры по поимке и удалению стали завершающим этапом системы. Зональные загонные ловушки работали потому, что каждый этап, от размещения камер до финального извлечения, строились вокруг того, как кабаны фактически перемещаются по ландшафту. Большинство провинций поняли, стада осторожно подходят к приманке в первую ночь, во вторую – обходят загон кругами и входят уверенно лишь после 2-3 дней устойчивого доступа к пище. Журналы камер фиксировали эти паттерны с достаточной детализацией, чтобы операторы могли предсказывать, когда стадо полностью войдет. Согласованность методов в разных провинциях обеспечивала, что как только стадо встречало загон, его поведение напрямую работало на систему. Дополнительные полевые записи свидетельствовали, что выбор приманки влиял на время подхода. Кукуруза хорошо работала осенью, когда она сочеталась с существующими источниками пищи, тогда как ячмень или ферментированная зерновая смесь привлекали сильнее зимой, когда естественная пища была ограничена. Операторы регулировали объем приманки, чтобы избежать перекорма. Слишком много пищи вне загона побуждало стадо задержаться, а не входить. Размещение приманки внутри заграждения должно было быть по центру, так как неравномерное распределение пищи позволяло доминантным самцам блокировать вход во время кормления. Уточнение этих деталей повышало вероятность счета того, что все стадо перейдет за ворота одновременно, а не частями. Это стало ключом к функционированию ловушки с молниеносной точностью. Сочетание поведенческих и логистических компонентов привело к измеримым изменениям численности популяции. Может ли следование за привычками цели оказаться эффективнее погонь за ней вслепую по ландшафту? Загонные ловушки достигли масштаба, соответствующего биологии вида. По данным моделей численности, чтобы существенно снизить численность диких кабанов, управляющим нужно удалять более 70% популяции ежегодно. Охота обычно достигает лишь 10-20% удаления, даже при интенсивной работе, потому что кабаны учатся быстро и адаптируют свое перемещение. Загонные ловушки, удаляя целые звенья одновременно, дают инструмент, способный достигнуть необходимого порога. Именно поэтому регионы, принявшие стратегию, стабильно фиксировали снижение, а не временные падения. Система на основе поведения изменила подход к долгосрочному управлению. Вместо того, чтобы рассредоточенно расставлять ловушки по ландшафту, управляющие фокусировали усилия в зонах, где контроль окажется наиболее эффективен, вдоль краев посевов у водных источников и в коридорах, связывающих несколько стад. Данные по Иуде-поросенку помогали подтвердить корректность расположения зон, давая мгновенную обратную связь, когда стада изменяли территорию или появлялись новые группы. Эта адаптивная структура позволила провинциям держаться в ногу с животным, известным своей быстрой обучаемостью и стремительной колонизацией. По мере снижения численности управляющие отмечали, что оставшиеся стада меняют режимы менее радикально, чем ожидалось. Поскольку выжившие никогда не наблюдали ни одной неудачи ловушек, они не проявляли отвращения к приманкам. Это сохраняло эффективность системы даже при сокращении численности. Долгосрочное наблюдение также показывало, что повторная колонизация замедлялась после удаления крупных звеньев, особенно в районах, где ловушки располагались вдоль естественных узких мест.
речных переправ и гребней. Такой ландшафт ведет к более скоординированному передвижению и мешает разрозненным особям образовывать новые устойчивые группы. В итоге система доказала: контроль над инвазивным видом требует подстройки под его поведенческие преимущества, а не соперничества с ними. Настроив каждый элемент под социальную структуру кабанов, управляющие превратили эти преимущества в предсказуемые закономерности, которые можно использовать для восстановления пахотных земель и защиты местных экосистем. Эти результаты стали основой для обсуждения о переносе подобной поведенческой системы на другие инвазивные виды. Должен ли такой интеллект-ориентированный подход стать глобальным стандартом в контроле инвазивных видов? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр этого видео вместе с нами. До встречи в следующем выпуске.